Эта история произошла много лет назад с местным стариком по имени Игнат. Игнат Петрович всю свою жизнь прожил в лесу. Он рано овдовел, а дети давно выросли и разъехались по разным городам. Они периодически навещали старика, но это был редкий случай. Игнату не было скучно в лесу, ведь у него было много занятий. Летом он ходил по грибы и ягоды, проводил много времени на рыбалке, ведь рыбы в местной реке было достаточно. Старик любил сидеть на камне возле реки и слушать звуки природы. Зимой он расчищал свою территорию от снега, а также ходил на зимнюю рыбалку. Дети давно звали его переехать в город, поближе к ним, они даже предлагали купить ему квартиру, чтобы он там доживал свои годы. Но Игнат Петрович отказался, ведь для него нет ничего роднее домика в лесу. И вот однажды, когда пожилой мужчина отправился на свою привычную ежедневную прогулку, он услышал тихий плач. Удивленный старик последовал за звуками и обнаружил маленького волчонка, запутанного в колючую проволоку. Зверёныш был ранен, и его глаза выражали страх и боль. Игнат Петрович понял, что без его помощи волчонку не выжить. Он аккуратно поднял малыша, осторожно освободил лапы и обмотал раны, чтобы предотвратить инфекцию и остановить кровотечение. Затем мужчина обернул животное в свою теплую куртку и понес его домой. В течение следующих нескольких недель старик заботился о маленьком хищнике. Он кормил его, обрабатывал раны специальным кремом, который помогал залечить его раны. Старик проводил много времени с волчонком, играя с ним и даря ему любовь и заботу. В первый день найденыш был сильно напуган, но постепенно начал привыкать к Игнату Петровичу, а потом вообще носился по домику деда. С каждым днем волчонок становился сильнее и больше. Его раны заживали, а его шерсть становилась блестящей и шелковистой. Зверь стал все больше доверять старику, и между ними зародилась родственная связь. Игнат не хотел расставаться со своим новым другом, он очень полюбил его, как собственного ребенка. Однако пожилой мужчина знал, что волчонок должен вернуться в дикую природу, которой он принадлежит. Игнат Петрович понимал, что долгим пребыванием в домашних условиях хищник потеряет свои инстинкты и не сможет выжить в дикой природе самостоятельно. Поэтому, когда раны животного полностью зажили, он принял решение отпустить его. Волчонок был готов к этому моменту, он окреп и значительно набрал в весе. Когда наступило время, старик открыл клетку, и зверь выскочил на свободу. Хищник пробежал несколько метров вперед, остановился и посмотрел на старика с благодарностью в глазах. Затем он исчез в глубине леса. Игнат Петрович улыбался, но по его щеке бежала слеза. С того дня прошло чуть больше 3 лет. Игнат уже не так часто вспоминал об этой истории. Одним летним утром, когда лес был наполнен звуками природы, старик отправился полюбоваться прекрасными видами таинственного леса. Он гулял, слушал пение птиц и наслаждался природой, попутно собирая ветки для банных веников. Вдруг он услышал громкие разговоры в лесу, он очень сильно удивился, ведь за всю жизнь проживания в тайге он не встречал людей в такой глуши. Ему было интересно и в тот же момент страшно, он не понимал, что это за люди. Через минуту на него вышло 5 мужчин, они направились в сторону деда и схватили его. Старик был слаб, и они знали, что он не сможет сопротивляться. Бандиты поставили пожилого человека на колени и угрожали ему расправой. Игнат Петрович уже предвидел, что его время на земле подошло к концу. «У нас нет времени на игры», – прохрипел один из грабителей, выхватив нож. «Ты нам что-то должен, и мы собираемся забрать это». Старик медленно поднял веки и посмотрел прямо в глаза своих мучителей. Он знал, что бандиты не уйдут с пустыми руками, но он не мог позволить им узнать о том, что он спрятал в своем доме. Как оказалось, в доме старика находятся драгоценные украшения, которые он получил в наследство от своего прадеда. Неизвестно, как налетчики узнали о них, но было ясно, что без украшений они не оставят его в покое. Игнат Петрович не хотел ничего им отдавать, ведь это была единственная память о его прошлом. Он так долго хранил эти украшения, они стали частью его жизни. Вдруг, в тишине леса раздался рев.
Незнакомый звук поверг грабителей в шок. Они оглянулись, пытаясь понять, что произошло. Пожилой мужчина тоже не понимал, в чем дело, но он знал, что здесь водятся опасные хищники. Вдруг из кустов выбежал волк, он скалился на людей и всем своим грозным видом показывал свое превосходство над ними. Волк был мощным и величественным, его глаза сверкали ярким огнем. Старик сразу узнал его. Это был тот самый волчонок, которого он спас много лет назад. Волк не забыл, как Игнат Петрович спас его, и теперь он решил вернуть долг. Он взглянул на старика, словно спрашивая разрешения, и впервые за много лет старик улыбнулся. Он знал, что зверь не оставит бандитам никаких шансов. Хищник направился вперед, с громким ревом, заставив грабителей отступить. Они были в шоке и не ожидали такого поворота событий. Зверь бросился на одного из бандитов, словно стрела. Своими острыми зубами волк вцепился в его руку, и мужчина закричал от боли. Другие подельники попытались остановить волка, но он был слишком быстрым. Он прыгал с одного бандита на другого, нанося им смертельные укусы. Грабители кричали и паниковали, не зная, что делать. Им даже не помогли их ножи, которые против разъяренного волка были бессильны. Старик наблюдал за событиями с глубоким чувством благодарности и гордости. Он знал, что его старый друг не подведет его. В скором времени бандиты поняли, что они не в состоянии справиться с волком и побежали прочь. Волк кинулся за ними, но убивать их не стал, и они спешно покинули лес. Когда все закончилось, волк вернулся к старику и облизал его руки. Игнат погладил его по голове и сказал: «Спасибо, старый друг. Ты спас мне жизнь, и теперь мы в расчете». Волк взглянул на мужчину, словно улыбаясь, и медленно исчез в лесу. Игнат понял, что волк уже не нуждался в его защите. Он нашел свое счастье в дикой природе. Старик остался в лесу, улыбаясь и вспоминая все приключения, которые они пережили вместе. Игнат Петрович был благодарен волку за его защиту и верность. И хотя бандиты покинули лес, старик знал, что он всегда будет под охраной своего давнего друга. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал.